Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу вам подарить ритуал, который имеет, может быть, историю несколько тысяч лет. Точнее, этому ритуалу может быть несколько тысяч лет. Точно неизвестно. Но то, что ему более 2000 лет, это однозначно, потому как это ритуал римских авгуров. Римские авгуры – это жрецы, это особая каста жрецов, точнее, верховные жрецы. Авгуры могли предсказывать будущее. Делали это разными способами. Многие цари, императоры, прежде чем собираться в поход, обязательно спрашивали мнение авгуров, потому как знали, что они посланники богов, и они посредники между миром духов, миром богов и миром людей. Чаще всего авгуры делали предсказания на внутренностях жертвенных животных. И об очень многих предсказаниях авгуров или авгуров, по-разному их называют, в принципе, и так верно. Многие эти предсказания сбылись, и история показала и доказала их знание и умение предсказывать. Например, Александру Македонскому, римский авгур, который присутствовал во дворце Филиппа Македонского в час рождения его сына, он предсказал ему великое будущее и сказал, что он захватит полмира, но умрет молодым. И об этом предсказании стало позже известно, когда стали открываться летописи его времен и воспоминания его современников. Одним словом, это люди силы. Кто такие люди силы? Дорогие друзья, люди силы – это часть мировой силы, мироздания. У разных народов они назывались по-разному, но они часть общей мировой силы. То есть они представители языческих времен, представители жреческих каст, которые со временем стали называться ведунами, знахарями, колдунами и так далее. Где-то их воспринимали, где-то они подвергались гонениям, но в любом случае к их слову прислушивались, их боялись, уважали и знали их силу. Этот ритуал мне передан моим очень хорошим знакомым еще в студенческие годы, точнее последний год, последний курс, когда я уже заканчивала педагогический университет, историко-экономический факультет. Вот в это время у нас приезжала делегация из Италии, обмен опытом, так сказать. И там были молодые лекторы, молодые преподаватели различных, скажем так, направлений истории. И вот одного из них звали Марио. Он был преподаватель новейшей истории. Поскольку мы общались через переводчиков, но он, скажем так, более-менее владел русским языком, мог разъясниться. И когда мы стали общаться слишком много, я стала задавать вопросы, и они увидели мою заинтересованность и знания исторические. Потом он мне дал книгу почитать на армянском языке, который ему передал его друг когда-то. Редкая книга именно о корнях армянства и вообще начал араратского времени и прочее.
И после, узнав о том, что я обладаю некоторыми способностями, как я тогда ему сказала, некоторыми, потому что всегда не хочется раскрываться слишком много. Всегда я пыталась скрыть это на месте работы, где бы я ни была, я старалась об этом не говорить, потому как знала, что меня потом достанут. Но стоило, знаете, как специально судьба приводила человека, специально создавалось такое нечто перед глазами, когда человеку очень плохо и буквально высыхает, а ты знаешь, как помочь, и отводишь в сторону и говоришь: только никому не говори, вот иди возьми там такую-то траву, вечером начитай, вот возьми тебе текст, читаешь, выливаешь за порог, 3 дня так делаешь и так далее, и это пройдет. И человек это делает, обещав тебе, что никому не скажет после этого: ой, а вот можно, у меня сестра очень хотела. И все. И стоит 2-3 людям узнать о том, что ты умеешь и знаешь, и пиши пропало, собственно говоря, уже отдыха не будет. И каждый раз, когда я приходила на работу, они сидели с таким, знаете, извиняющимся взглядом. Заходишь, они сидят, кофе пьют, и вот смотрят на тебя, мол, ну посмотришь, пожалуйста, вот прям у меня такая проблема, вот мне то... И отказать неудобно. Ну и все, собственно говоря, ты уже понимаешь, что ты будешь каждый день выжатый лимон, ходить туда, всем смотреть, всем помогать, всем объяснять. Никуда не денешься. Естественно, я в студенческие годы старалась об этом мало говорить, хотя, честно говоря, это, знаете, это не скроешь. Догадываются люди. Догадываются люди, видят. Ну, например, перед экзаменом ты что-то шепчешь. Потом я всех наших девочек научила, как халяву звать перед экзаменом. И мы всем курсом вытаскивали зачетки, махали ночью в окно, крича: халява, халява, приходи и нам экзамены поставь. И когда об этом узнали другие студенты, надо было видеть, как после 12 ночи, естественно, никто не собирался читать лекции, готовиться к экзаменам. Нам было тогда не до этого. Нам надо было срочно погулять по Волгограду, подняться на Мамаев курган, сутками туда и сюда ходить. У нас очень важные были дела. У кого-то свидание, у кого-то любовь вся. Кто-то рыдал в подушку. Ну, в общем, было не до учебы, одним словом. Естественно, последний день, и на следующий день у нас экзамены, и мы все машем халявой. И все, кто знал, все сдавали. То есть так получалось, что мы приходили, например, нашему профессору некогда, и настроения нет, и вообще. И он вот говорит: пару вопросов задаю, отвечаешь и получаешь. Это те профессора, которые просто дрались с нас 7 шкур, понимаете? Это не те люди были, которые просто могли за пару вопросов поставить. Ну, так уж получалось у них, либо их звали на какой-то консилиум, либо еще куда-нибудь, и они хотели побыстрее от нас избавиться. И вот те экзамены, к которым мы были не готовы, мы призывали халяву. Это все с тех времен, дорогие друзья. С тех времен, по необходимости, когда я просто объясняла, что надо делать, как мы делали, читали, сдавали и прочее. И у нас была Марина, со мной училась, очень хорошая девочка. У нее отец был узбек, а мать русская. Ну, вы знаете, смесь кровей, какой дает эффект. И вот Марина, она очень боялась и все время шла со мной сдавать. Если там просили 2 человека зайти, она заходила со мной, чтобы я там на пальцах что-нибудь там сказала, подсказала и так далее. И я все время отводила ее в сторону и говорю: не бойся, вот, значит, вот перед тем, как зайти, скажешь вот эти слова и зайдешь. И когда все заметили, что Марина сдает, Марина, которая в жизни книгу не открывала, все взяли меня за горло. Скажи, какие слова ты ей говоришь. И вот так, собственно говоря, и узнавали. Так вот, вернемся к Марио. И когда этому человеку я сказала кое-что, он понял, кто я и что, он сказал: моя прабабушка занималась магией. И у меня есть несколько таких заговоров, которые я бы хотела тебе передать.
Но вот я пока вот этот решаюсь вам дать, этот заговор, поскольку это защита. И назвала я «Сила Авгура», потому как там название не было написано, что это. Это просто заговоры. Это я так называю, чтобы мы потом могли легко найти в интернете, да, на канале, у меня на сайте. Вот я подразделяю. А так-то они же там не называются. Это для того-то, это для этого и так далее. И он сказал, что его бабушка зажигала свечи, обычные свечи, восковые. Я использую черные, потому что они сильнее действуют. Вы можете взять обычные, если хотите, но можно и черные. Мы с вами уже черными свечами работаем, поэтому можно брать черные свечи. Потому что у черных свечей особая сила, особый черный воск, он особенный. Не крашеный с этой стороны, а снутри белые. Нет. Желательно, чтобы воск был черный. И она говорила, он сказал, что она брала, значит, рубашку и ложила на стол 4 свечи по всем 4 сторонам света зажигала и 4 раза читала эту защиту. Ну, примерный перевод – это обращение к богам и через силу богов пробуждение стихии и просьба о том, чтобы они сберегли от пули, ну, не от пули, а от смерти здесь, не о пуле речь, это стрелы, извиняюсь, от смерти, от ножа, от раны и прочее, прочее. То есть очень сильная защита, которую можно начитать на мужа, на любимого человека, на дочь, на сына, на мать, в общем, на близкого человека. Единственное, нельзя делать для подруг, для соседей, для дальних родственников, которыми у вас нету особых, скажем так, энергетических связей, потому что она не сработает. Только для своего ближайшего окружения. Но человек может сделать и для себя. Я немного видоизменила, потому как рубашку не всегда достать. Но фотографии человека в наше время есть. Но в те времена не было изображения человека, поэтому брали что-либо у него. И по рассказу Марио, вот этим заговором в древние времена, видимо, женщины, римлянки, читая, оберегали своих любимых, которые были в походе. А более уже ближе к нам времена, это Первая мировая, Вторая мировая. Итальянки, которые знали или приходили к его бабушке, и она им начитывала, они оберегали своих мужей, которые были на фронте. Итак, я не могу вам точно сказать, каким образом она, скажем, давала это людям или сама начитывала, потому что когда сама читает ведьма, естественно, у нее энергии, силы и предназначения больше, чем у обычного человека. А обычному человеку, чтобы добиться результата в таких делах, больше тратится энергии. Но в любом случае, как бы там ни было. Итак, я, скажем так, усовершенствовала этот ритуал. Читать нужно, положив фотографию. Вот для кого вы читаете, там я скажу, в каком месте называется имя человека, или его, или ваше. Вы можете начитать на себя, если вы переживаете, или у вас есть какие-то опасения. Вообще защита, дорогие друзья, она не просто защищает вот в этот момент. Начитывая себе защиту, вы и свои работы улучшаете, потому что вы закрываете от дурного сглаза свою энергию и прочее. Защита иногда помогает накопить энергию, улучшает финансы. Я знаю случаи, когда люди делали ритуалы на финансы, у них слабо шло. Начали себе начитывать защиты, и у них пошли деньги. Хотя оно вроде бы рассчитано только на то, чтобы защищать, да, от чего-либо нехорошего. Но может и финансы открыть, может энергию накопить, усилить. Я объясню почему. Потому что, еще раз говорю, у каждого человека своя энергетика, своя генетика, своя сила крови. И вполне возможно, что таким образом вы внутри себя накапливаете, сберегаете энергию или усиливаете, смотря на кого как действует эта защита. Поэтому не лишнее это провести.
Эти слова на латинском, то есть на более древнем итальянском, да, италийском языке. И поэтому очень может быть, что оно совпадет с каким-либо наречием и может немножко, скажем так, разниться с традиционным итальянским языком, который считается сейчас литературной. В принципе, это не суть. Главное сделать как нужно и прочитать. Теперь смотрите. Вот вы начитали один день, потушили свечи, спрятали свечи и фотографию. Начитали второй день, вечер или ночь. Сумерки должны быть. Точно так же, значит, эти свечи спрятали с фотографией. А четвертый раз, когда читаете, нужно дать свечам догореть, вынести, оставить 4 монеты и красное вино. Немного вылить под дерево, оставить эти 4 монеты, сказать «откупаюсь», отвернуться и уйти. Фотографию после всего, что вы начитали, нужно завернуть в какую-либо ткань, желательно белую или красную, и спрятать, пока не минует эта беда. Через некоторое время можете еще раз снова взять фотографию человека, снова начитать, снова спрятать. То есть до того момента, пока человек нуждается в защите. Или свою фотографию, точно так же. Итак, если свечи маленькие и не хватит на 4 раза, ничего страшного. Значит, последние свечи, последние огарки последних свечей, которые догорят, их и вынесите. А эти, если они так быстро горят, просто выкидывайте. Начнем. Первым deorum lux et tenebras, occidens et orientis, meridies et septantrio, luna et solis, terra et aqua, aere et igni, caniure, преазидо. Здесь имя называйте. Мортеме, амало, спиритум амало. Hostium, ignis, aguam, ec morbo, guas salvat, имя. Utsite. И снова. Первым deorum, lux et tenebras, occidens et orientis, meridies et septantrio, luna et solis, terra et aqua, aere et igni, caniure, преазидио, имя. Мортеме, амало, спиритум амало, hostium, ignis, aguam, ec morbo, guas salvat, имя. Ut site. Первым deorum, lux et tenebras, occidens et orientis, meridies et septantrio, luna et solis, terra et aqua, aere et igni, coniure, преазидио, например, инга, мортеме, амало, спиритум амало, hostium, ignis, aguam, ec morbo, guas salvat, снова имя, инга. Ut site. То есть там, где говорю, что нужно имя, называйте имя того человека, для которого эта защита предназначена, и чья фотография лежит там. И последний раз. Первым deorum, lux et tenebras, occides et orientis, meridies et septantrio, luna et solis, terra et aqua,
Аэре эт игни. Конюре. Преазидио. Имя. Мортеме амало. Спиритум амало. Хоэтиум. Игнис. Гостиум, извиняюсь. Игнис. Агуам. Экморбо. Гуасалват. Уците. И, естественно, делать так, как я вам сказала. После того, как вы начитали, естественно, нужно их погасить. И я не взяла гасилку. Потом погашу, чтобы не мучиться. Пользуйтесь. Этому заговору много тысяч лет. И, естественно, она обладает огромной силой. Как я вам обещала, я дарю вам то, что мое личное из моих архивов. Всем удачи!